Notion 3.0 стал умнее и удобнее, а еще дружелюбнее к новым пользователям. Сейчас покажу все новые фишки на практике, а в конце видео оставлю пару ссылок на полезные материалы. И первое глобальное обновление — это персональный агент в Notion. Вы можете найти вашего агента в нижнем правом углу пространства, кликайте прямо на него, а потом на его иконку. И здесь мы сталкиваемся с первым шагом персонализации. Можно дать имя, можно какую-то финтифлюшку ему еще придумать, но это уже вообще ничего не значащие вещи, только для того, чтобы было приятно. Все самое интересное начинается, когда мы выбираем, по какой инструкции он будет работать. Например, если мы выбираем аналитического агента, то тут прописаны все его инструкции, что он делает, какая у него идентичность, как он взаимодействует с вами в чате. А здесь он самостоятельно добавляет воспоминания. И не пугайтесь тому, что это все на английском, мы можем это поправить буквально тем, что напишем здесь «коммуницируй со мной только на русском», а также тем, что вместо того, чтобы воспользоваться готовыми вот такими шаблонами агентов, мы можем создать своего собственного, и в этом самая большая сила. Когда я выбираю добавить инструкцию или работать по какой-то инструкции, я могу здесь выбрать Create Your Own, то есть создать своего собственного агента, и вот у меня есть уже шаблон, по которому я могу его написать. Я выделю это все, я попрошу его перевести это на русский. Подробно мы настраивали такого агента в прошлом видео, ссылка на него прикреплена здесь. За 10 минут от нуля до вашего первого полноценного агента. Не буду здесь подробно останавливаться, давайте лучше посмотрим, кроме персонализации, что он еще может делать. Я могу сразу попросить его создать какую-то готовую уже базу, в которой я смогу работать. Предположим, что мой проект — это запуск сайта, и мне нужны связи с базами данных, задачи и контакты, и вот я прошу также добавить поля, дедлайн, владелец, риски, и 3 задачи по этому проекту уже должны быть связаны. Сейчас посмотрим, что он сделает, когда я отправлю ему этот промпт. Вот он создал проекты, но не создал задачи и контакты, потому что просит меня указать, с какими связать. Это из-за того, что мой агент уже настроен и настроен на то, чтобы не делать бездумных действий. Если ему не хватает информации, лучше еще раз спросить, чем создать что-то нулевое. Вот он меня запросил подтверждение, прислать ссылки и подтвердить 3 задачи по умолчанию. При этом он уже создал базу данных проекта, видно, что владелец я, видно задача запуск сайта. Теперь я могу дать ему дополнительные инфы и просто через собаку указать мою базу данных с задачами. Попросить, чтобы контакты он создал с нуля, чтобы не связывать уже с существующими. И задачи я подтверждаю, отправляю обратно промпт и посмотрим, как он доработает ту систему, которую только что построил. И это все с 2 маленькими промптами. Конечно, я могла бы и должна была бы написать более развернутые промпты, чтобы дать больше вводных материалов, с которыми он мог бы работать. Но даже с таким количеством информации Notion агент уже может справиться и создать мне все мои запрашиваемые базы данных и связи между базами данных. Ну, не круто ли? Мне кажется, очень круто. Единственное, что стоит учитывать, что он доступен только на тарифе бизнес, а это $20 в месяц. Но вполне стоит того, особенно если у вас много информации внутри Notion. Итак, смотрим, что у нас получилось. Разверну страницу на полный вид. У меня есть проекты, тут есть запуск сайта. Если я его открою, я вижу, какие есть задачи, с какими контактами связана эта база данных, какие риски. Если бы риски я прописала или проговорила, или просто транскрипцию своей встречи с командой загрузила, соответственно, они были бы здесь. Если я перейду в базу данных контакта, у меня здесь будет имя, компания, роль, email, телефон. Все, я могу зайти и все править. А это уже связано с моими проектами. Если я зайду здесь внутрь задач, например, я увижу, что эта задача уже внутри моей базы данных с задачами, которая была у меня до этого. Ну, то есть мне больше не нужно вообще сильно разбираться в Notion для того, чтобы создавать себе большие работающие системы. Мне нужно разбираться в логике Notion, но это осваивается намного быстрее, чем делать с нуля каждую базу данных, каждую связь. Это просто новые горизонты возможностей использования Notion с нуля, и это убыстряет процесс знакомства с программой, процесс того, чтобы построить себе классную, работающую, логически выверенную систему. Помимо того, что он создает с нуля какие-то пространства, конечно, мы можем просить его что-то добавлять, например, добавь новый проект,
и чтобы он был уже по шаблону проекта. И здесь через собаку я могу указать проекты, которые у меня были в работе, и в которых я один раз навела порядок так, как мне нравится, и он сделает точно такую же структуру внутри этого проекта. Давайте укажем, например, проект Boosty. Открываю Patreon, смотрю, что внутри скопирована полностью структура Boosty, вижу, что скопированы типовые задачи, которые привязаны у меня к Boosty. Ну, прекрасно. Это здорово может мне сократить время работы. Помимо того, что он создает такие штуки, работает с контекстом внутри вашего пространства, то есть если у вас где-то какая-то статистика, вы где-то ведете привычки, вы можете попросить проанализировать, какая привычка у вас подвисала, в какие месяцы в году, какие у вас вообще рефлексии в целом были, что вы чаще всего пишете, чаще всего потребляете, чаще всего забываете, какие задачи чаще всего у вас с просроченными дедлайнами. То есть очень большой пласт информации он может поднимать из вашего Notion. Помимо этого, у нас есть в настройках Notion AI и видно, какие workspaces мы можем подконнектить. Если вы подконнектите свой email, свой Google Диск, соответственно, он будет работать со всеми материалами изнутри этих сервисов. Например, вы можете спрашивать, а в каком письме мне писали о договоре, о том, что он просрочен, например, или а можешь поставить мне там в календарь такую-то встречу, или если у вас Google Drive подконнекчен, а где-то был у меня Excel-таблица была с финансовыми расчетами, вытащи мне эту ссылку, подскажи, что мне можно улучшить, как ее имплементировать внутрь Notion. Все это теперь может делать AI-агент внутри Notion. Если хотите отдельное полноценное видео прям про все функции, дайте знать в комментариях. Ну, еще раз повторюсь, что видео о том, как создать себе базового AI-агента в Notion, уже есть на этом канале и уже готово к тому, чтобы вы его посмотрели и создали своего первого, возможно, агента. Давайте дальше. Этого обновления, мне кажется, мы ждали со времен, когда Notion начал развиваться, и его начали использовать внутри бизнесов и столкнулись с проблемами секьюрности. Для тех, кто не знает, раньше, когда мы хотели, чтобы все сотрудники решали свои задачи, и мы хотели для них единую базу данных, то все равно, даже выдавая доступ, ставля нужные фильтры, сотрудники при большом желании сноровки могли добраться до задач друг друга, если мы не разделяли эти базы данных на разные, а это неудобство в работе и вообще жутко неудобно. Об этом я тоже говорила в каком-то видео. И мы все ждали, когда же можно будет выдавать так права доступа внутри одной базы данных, чтобы люди видели только свои задачи. Мы ждали и дождались, аллилуйя, со своими нюансами, но все-таки теперь, когда я захожу в базу данных, обязательно она должна быть развернута на полный вид, и нажимаю Share в правом верхнем углу, я вижу, что у меня появился новый блок Page Level Access, то есть уровни прав для доступов. И что я здесь могу сделать? Я могу здесь настроить, например, чтобы добавить новое правило, тот, кто у меня в колонке ответственный, может редактировать. Create rule. Все. Теперь я вижу, здесь появился ключик, и как только я назначу, например, там свой второй аккаунт, то этому человеку уже пришло уведомление, что у него есть доступ к одной задаче. Если бы у этого человека была своя страничка личный кабинет в этом Notion, то я бы разместила ему эту базу данных, зафильтровала бы по этому человеку, и человек видел бы только свои задачи и ничьи больше. Давайте проэкспериментируем. Для нескольких задач назначу, что вот Маша ответственная, разобрать входящие, рассказать в ТГ, опубликовать. И у нее, предположим, есть свой личный кабинет, я могу сразу его создать. Личный кабинет Маша. И у нее есть это база данных с задачами. Для чистоты эксперимента я даже не буду сверху ставить фильтр. Я просто перейду сейчас в ее рабочее пространство и увижу только эти 3 задачи. Я напоминаю, в базе данных их было намного больше. Все, она может зайти в свои задачи, она может их редактировать, она может менять им статус, все, что угодно делать, кроме того, чтобы видеть задачи своих коллег. Она не может видеть то, к чему у нее нет доступа, например, к областям у нее нет доступа, у нее просто вот такая полоска, и из некрасивого и неудобного она не может добавлять, получается, она на этой странице своего личного кабинета может делать все, что угодно, но она не может добавлять сюда себе задачи. И если такая необходимость есть, чтобы сотрудник сам себе ставил задачи, хотя это все применяется и клиентам, когда вам надо просто им расширить, показать, и чтобы они не видели пересекающихся проектов, много к чему применяется, в общем. Так вот, чтобы все-таки поставить самому себе задачу, надо использовать
другой вид базы данных Form, и об этом я подробно рассказала в своем телеграм-канале. Но не вмещает все YouTube и формат такого видео обновлений. Кратко используйте Form, не кратко оставила видео подробно в Телеграме, там вообще есть формат таких коротких заметок, где я просто прихожу к вам и рассказываю про одну какую-то функцию, новиночку или просто то, что мне бросилось в глаза или показалось применимым. Ссылка, как всегда, в описании. Пойдем к следующему обновлению, которое просто, не может не радовать. Теперь, мало того, что мы можем своим агентам управлять внутри Notion, создавать базы данных, связи, все это классно вместе с собой коммуницирует, то мы еще можем писать формулы без знания кода. Что это значит? Это вообще, я считаю, что именно какие-то цветовые маркеры, какие-то приятные штуки для себя и для своей работы, особенно если вы самостоятельно все настраиваете, у вас нет бюджета, чтобы это кому-то делегировать, это просто киллер-фича. Вот это реально гейм-ченджер. Давайте смотреть. Ухожу обратно, все в ту же какую-нибудь из моих баз данных, например, в личный кабинет Маши, а почему бы и нет. И я, например, хочу посмотреть, какие задачи у меня просрочены. Я создаю формулу, и раньше мне надо было здесь начать вводить текст, знать синтаксис, знать, что зачем идет и как мне вообще это писать. Сейчас я иду к Айке, которая встроена прямо вот в этот блок формул, и прошу ее сделать цветовой индикатор для задач с истекшим дедлайном. Проверяем. Формула пишется с объяснениями. Я вижу даже, что могу нажать Done и вижу, что везде, где истек дедлайн, будет красное. Соответственно, если я поставлю адекватный дедлайн у какой-то из задач, это старый шаблон, будет синее. Если задача завершена, у нее истек дедлайн, то будет оранжевый. И я все это могу прочитать внутри формулы даже, потому что он мне сразу написал с пояснениями. Проверяем наличие дедлайна. Если нет дедлайна, серый индикатор. Проверяем, прошел ли дедлайн. Задача завершена, но после дедлайна тогда желтый индикатор, если дедлайн прошел, но задача не завершена, красный индикатор. Вот так с одной моей строчки кода, с одной моей строчки промпта, а не кода. У нас уже есть готовая формула. Что самое интересное, мы можем ее дописывать. Если я сейчас введу промпт еще один, то у меня не будет писаться все заново, у меня дополнится эта формула. Давайте проверим. Пишу промпт перед вами, хочу добавить еще, чтобы был текст и чтобы было количество дней. Посмотрим, он просто доработает эту формулу, а не будет писать все с нуля. И мы можем так усложнять и усложнять. Хотите вытаскивать какую-то статистику, пожалуйста. Хотите какого-то себе супербота собрать на этой основе, который вам будет постоянно писать динамические данные, пожалуйста. Только начинайте с простого промпта, как начала я, а потом накидывайте. Вот я вижу, что просрочено на 0 дней, а если бы 6 на 1, на 158, осталось 29 дней, и все это своими цветами. Я могу добавить сюда свои эмоджи, свои пожелания, чтобы мы не просто дедлайн отсчитывали, чтобы мы еще смотрели приоритизацию задачи и, исходя из приоритизации, там писали какие-то выводы. Поле безграничное, и я рассказала про эту функцию в Телеграм-канале уже, наверное, месяц назад, потому что она давно уже доступна, еще до того, как Notion официально релизнули свой Notion 3.0. Это новые горизонты, и если вы раздумывали над покупкой AI внутри Notion, то вот это то, ради чего я его взяла бы хотя бы на месяц, чтобы просто написать себе нужные формулы, потом можно и отписаться, если вам не понравится ни агент, и не нужны формулы. Но вот на этом моменте настройки своего пространства для себя, для команды, для бизнеса. Вот на этом моменте незаменимая штука, которая часы работы просто заменяет. Часы работы Notion эксперта, которому вы могли бы платить достаточно приличную сумму, или дни и недели своей собственной работы, если вы решите разбираться во всем этом самостоятельно, что, супер и классно. И у нас 2 последних обновления, они не такие большие и не такие прям вау-эффект от них, но, тем не менее, не могу их не затронуть, одно из которых подразумевает, что я вам что-нибудь сейчас нарисую, потому что это невозможно объяснить словами, а второе просто милое для своего личного Notion, скорее. Давайте смотреть. Я вам здесь накидала схему. Схемка есть. Схемка такая. Причем здесь это я сейчас объясню. Если говорить сухим языком фактов, то теперь несколько родительских баз данных могут находиться рядом на вкладках, то есть разные источники баз данных могут собираться рядом, но это нифига не понятно, я с вами согласна, поэтому давайте на реальном каком-то примере. И пример такой: у нас есть родитель, вот это родитель, и это второй родитель. И один родитель имеет какое-то количество детей, и второй родитель какое-то количество детей имеет, вообще неограниченное. И чтобы
как-то применить это в Notion, первый родитель — это вот database, у нее подписано, что она database, да, она database книги, мы там ведем учет книг. Второй родитель — это database, но это фильмы, там мы ведем учет фильмов. И вот у родителя книги есть свои детки. Детки — это виды, это вьюшки, да, вот они, вью. Похоже, кстати, на какой-то детский звук. И вот у книг есть такие вьюшки. Прочитано, там мы настроили фильтрами все прочитанные книги. В плане там все книги, которые нам порекомендовали, там видны поля определенные, ну, кому я рассказываю, потом 2025, ну, может, это шорт-лист какой-то. Бросила и по категориям. Такие виды есть у родителя database, книги которые. А у родителя фильмы есть свои виды, и это Оскар. У нас тут все номинанты на Оскар. Мы занесли все фильмы, мы хотим их посмотреть, хотим окультуриться. Потом семейная. Ну, мы смотрим семьей, списочек сразу под рукой. И просмотрено. Так вот, что мы можем сделать внутри одной страницы? И вот у нас есть одна Notion страница. Два родителя, одна Notion страница. Я могу отдельно книги разместить. Вот так у нас будет база данных книги. И потом отдельно фильмы. И это у меня уже занимает, ну, очень много места на странице. Представьте, сколько там книг, сколько там фильмов, да. У каждого из этих родителей еще есть какая-то своя, ну, они занимают достаточно много места. Вот здесь место занимает вся информация, вот здесь на странице место, и в итоге мы вот так вот крутим вниз страницу, чтобы от книг добраться до фильмов. Конечно, скорее всего, книги и фильмы у вас будут просто на разных страницах. Но это пример. И чтобы понять, что мы будем делать дальше, мы должны понять, что в Notion мы все-таки стремимся к компоновке всего. И компоновка всего — это как раз-таки вкладочки. Вкладочки — это, они выглядят Notion так, я сделала скриншот, но я думаю, что вы у себя тоже видели. То есть я кликаю сюда, это приоритет 1, я кликаю сюда, это сегодня, то же самое. Вот эти все вьюшки, это же у вас просто будут вкладки, да, они одна рядом с другой находятся. Вы так по ним кликаете, сначала видите прочитано, потом в плане, потом 2025, да. Они же не под друг другом находятся, они просто на разных соседних вкладочках, как у вас в браузере. Хорошо, это мы усвоили. Но в чем же обновление? А обновление в том, что раньше вот у нас может быть, например, вкладочка «Просмотрено» и вкладка «Прочитано». Я могу их разместить на соседних вкладках. Не друг под другом, а точно так же, как я вот здесь переключалась, раз, вкладка, 2, 3, 4, 5, то я вот эти вкладки, виды, я могу их вот сюда вот, они тут у меня остаются, я их еще вывожу, и вот они уже у меня рядом. И я только захожу делать ревью своего года, кликаю «Прочитано», кликаю «Просмотрено», они у меня находятся внутри одной базы данных, условно, внутри одной вот такой рамочки, потому что это их детки. А вот родителей я так поместить не могу. Не могла. Потому что родители у меня, они не совмещаются. Это родители. Ненавидят друг друга, не знаю. Просто вот они не могут вот так объединиться. Дети могут, родители нет. Родители всегда это две разные таблицы. Всегда. Это две разные таблицы или на разных страницах, или вот так вот друг под другом. И обновление нам принесло то, что теперь мы можем, ура, мы можем теперь объединить этих родителей так же, как раньше могли объединять детей. Что? Мне кажется, ведет просто к офигеть какой путаницы. Вряд ли это кто-то будет делать, но вы знаете, что так можно. Как это выглядит внутри Notion? Если, я надеюсь, что этим всем я вас не запутала, как выглядит внутри Notion? Вот у меня есть две мои базы данных, книги и фильмы. Книги все прочитано, просмотрено в плане Оскар, все здесь есть, все открывается, все можно посмотреть, добавить. То же самое у меня происходит с фильмами, у меня здесь есть оценка и разные вкладки. И я, конечно же, могла раньше и всегда могла так сделать копи-линк, то, например, фильмы все, вынести это вот сюда на мою главную страницу, link database view, и потом, когда я буду добавлять еще что-то, я могу new data source, и здесь уже выбрать, это у меня будут книги, раздвинуть на весь экран, и вот у меня уже есть вот эти детки, те самые, все книги и все фильмы. Здесь название не скопировалось. Все книги и все фильмы. При этом у меня все еще это просто детки. То, что это детки, нам указывает вот эта боковая черточка. И так я могла делать раньше. Теперь я могу вообще изначально на моменте проектирования баз данных создавать их вот на этих соседних вкладках. Теперь мне не обязательно делать разные базы данных, книги и фильмы. Теперь я могу просто сделать database inline книги
и сделать новый вид, New Data Source, фильмы. Что интересно, вот я могу развернуть их на весь экран, и теперь переключаюсь: книги, фильмы, книги, фильмы, и для каждой из этих баз данных будут разные права доступа. Если я вот здесь, когда у меня здесь книги пошерю, то шерятся только книги. Если когда фильмы, то шерятся только фильмы. А у меня не общие права доступа на эти две базы данных. Что путает и что надо учитывать на моменте разработки. А я не знаю, зачем я в этом видео уделила столько тайминга для объяснения этой функции. Если вам было хотя бы чуть-чуть полезно, вы чуть-чуть хотя бы посмотрели, и вы все еще здесь, напишите комментарий, чтобы я знала, что в следующий раз мне надо еще больше задушнить этот моментик. И все, мы идем уже с вами к последнему обновлению, но оно уже такое приятное, и оно для себя, реально для себя. Вот у меня есть база данных с местами, которые я хотела бы, возможно, посетить на Мальте. Давайте даже какую-нибудь иконку всем добавим. Окей. У меня здесь там Валетта, Голубой Грот, Мдина, оценка есть, ссылка на Википедию, фотка, но самое главное, что у меня здесь есть локация, и локация здесь добавлена с помощью нового свойства, которое называется place, да? Мы можем проверить, что это именно change type, что это свойство place. И здесь я могу как раз-таки ввести местоположение. Когда я это все повводила, я добавляю новый вид, который у меня называется layout map. И вот я уже вижу всю Мальту с на ней проставленными маркерами локаций. Могу открыть сразу эту локацию, она открывается у меня в формате карточки. Например, если у вас есть объекты недвижимости, это может быть удобно разместить так, но я все-таки подразумеваю, что это больше подходит вам для путешествий. Вот вся Мальта размечена, не перебрасывает нас в Google, но если я здесь вставлю ссылку, то будет перекидывать. Тоже скажите, насколько применимо. Могу добавить какой-то пин, просто поставить его в рандомное место. Добавилась улица, могу переименовать. Тестовое место, категорию выбрать, природа, оценку поставить, если уже есть, ну и так далее. И вот у меня уже появилось новое место в моей таблице. Да, вот оно, тестовое место, 10. Ну и, соответственно, и на карте она тоже есть. Такая небольшая приколюшка, которая, возможно, может вам понравиться. Просто знайте, что теперь такое тоже есть внутри Notion. Насколько вы рады этим обновлениям? Они, конечно, больше касаются именно работы с AI. Они больше про новый функционал, про платный функционал. Если у вас платный Notion, вы должны быть рады, а если нет, но вы активно пользуетесь Notion, это даже странно, если не активно, но вы все еще смотрите мои видео, то, скорее всего, это тот самый момент начать платить за Notion, потому что он, стоит того, чтобы за него платить. По крайней мере, да, есть его аналоги, но вот я фанат, вы же знаете, я фанат, амбассадор, поэтому я тут, и я вам рассказываю об этом каждую неделю. Жду вас, как всегда, в Телеграме, там есть уникальные эксклюзивные видео, жду вас на Бусти, там есть 3 уровня подписки, на каждый из которых свои какие-то плюшки, мастер-классы, и вообще весь контент, который не влазит на YouTube, а его много не влазит на YouTube. И куда еще вас пригласить? Ну, конечно же, ставьте лайки. Если это видео было полезно, оставляйте комментарии. Без обратной связи очень тяжело что-то снимать, поэтому пишите свои «да», «нет», возмущения или похвалу в сторону Notion. А с вами, как всегда, была я, Маша. На этом канале мы создаем свою идеальную цифровую инфраструктуру в Notion, и не только, но в основном Notion. Я вас всех целую и обнимаю. Увидимся с вами на следующей неделе на этом же месте. Пока!